Привет, друзья! Сегодня Германия обсуждает то, о чем раньше старались говорить тише. Число молодых украинцев, получающих поддержку через систему Bürgergeld, выросло в 10 раз. Это ставит перед правительством трудный выбор, как сохранить справедливость и не перегрузить бюджет. Но это лишь часть большой картины. В Брюсселе требуют жестких мер против теневого флота сотен суден, обходящих санкции. В Соединенных Штатах Америки растут счета на электроэнергию из-за искусственного интеллекта, а в Вашингтоне встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвало много вопросов, на которых пока нет ответов. Тем временем канцлер Фридрих Мерц укрепляет позиции в Бундестаге, Австрия меняет свою позицию по санкциям, а китайский автогигант BYD вытесняет европейцев с рынка. О самых заметных событиях дня прямо сейчас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить главное и быть в курсе политических и экономических новостей Европы последнего часа. Итак, в Германии резко выросло число молодых людей из Украины, получающих социальную поддержку в системе Bürgergeld. И это ставит правительство перед новой дилеммой. Министерство труда сообщает, за короткий период число заявлений таких молодых украинцев увеличилось почти в 10 раз. Несмотря на то, что правительство анонсировало реформу Bürgergeld, украинские прибывшие продолжают получать выплаты, и этой ситуацией обеспокоены в партии «Альтернатива для Германии». Они обвиняют правящую коалицию в отсутствии политической воли к урегулированию потока помощи. С одной стороны, это вынужденная мера защиты людей, покинувших страну из-за войны. С другой, это вопрос социальной справедливости, который становится все острее. Система поддержки потребляет все больше бюджетных средств, и часть избирателей ощущает, что баланс сместился. Теперь перед руководством Германии стоит задача, как найти новый подход к помощи, который будет эффективен и справедливен. Как проверить, кому действительно нужна поддержка, как предотвратить злоупотребление и как обеспечить, чтобы реформа Bürgergeld работала для всех нуждающихся, не только для новых прибывших. Вопрос о справедливости социальной помощи становится сегодня ключевым. Может ли государство одновременно быть щедрым и устойчивым? И какие изменения потребуются, чтобы система не пошла по скользкой дорожке перерасходов? И это только начало. Европейский Союз усиливает борьбу с так называемым теневым флотом, с сотнями судов, которые ходят под чужими флагами, чтобы скрыть происхождение груза и обходить международные санкции. По данным Европейской комиссии, сегодня таких судов насчитывается более 1300 по всему миру. Многие из них зарегистрированы в странах с судовыми флагами, например, в Панаме, Либерии и на Маршалловых островах. Эти государства часто не контролируются, кто и для чего использует их флаги. Брюссель теперь требует тесного сотрудничества с этими так называемыми флаговыми странами, чтобы выявлять суда, нарушающие санкционные режимы. Как заявил представитель Европейской службы внешних действий, в планах создания единого реестра подозрительных кораблей и ужесточения проверки страховых компаний. По оценке экспертов, только в прошлом году теневой флот совершил более 5000 рейсов через европейские воды, часто без включенных транспортеров. По оценке властей, ситуация представляет потенциальный риск для безопасности и экологии Европы. А дальше еще интереснее. В Соединенных Штатах Америки стремительно растут цены на электроэнергию, и виновником называют искусственный интеллект. По данным американских СМИ, за последний год счета за свет в частных домах выросли на 20-30%, а в некоторых регионах почти вдвое. Средняя семья тратит около 1760 евро в год только за электричество. Причина – это настоящий энергетический голод, вызванный именно бурным ростом центров обработки данных, которые питают систему искусственного интеллекта. Каждый такой дата-центр потребляет энергии как целый город. В Техасе и Джорджии строят десятки новых комплексов, и местные электросети уже просто-напросто не справляются. Компании вынуждены повышать тарифы, чтобы покрыть растущие расходы. Эксперты предупреждают, если темпы развития технологий не замедлятся, через несколько лет американцы будут платить за электричество на 40% больше, чем сегодня. И здесь ирония в том, что искусственный интеллект вроде бы обещал людям облегчить жизнь, но пока он делает другое, заставляет платить за прогресс из собственного кошелька. Тем временем разворачивается новая интрига. В Вашингтоне прошла встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая, по сообщениям средств массовой информации, оказалась непростой.
Несмотря на официальное заявление о продуктивном так называемом диалоге, источники описывают ее как эмоциональную и напряженную. Трамп, по данным Axios и CNN, обвинил Зеленского в нежелании идти на уступки, а Зеленский чувствовал себя оставленным в ключевых вопросах. Главной темой стала возможность передачи американских систем Томагавк с дальностью до 2500 километров. Украина рассчитывала на поддержку Соединенных Штатов Америки, однако Трамп дал понять, что Вашингтон пока не готов дать зеленый свет. Одновременно появляется сообщение, что в телефонном разговоре с Трампом президент России Владимир Путин якобы предложил рассмотреть вопрос статуса региона Донецк в рамках возможного мирного диалога. Эта тема стала камнем преткновения. Зеленский отверг такие требования, Трамп не комментировал их четко. В итоге обе стороны подтвердили намерение продолжать диалог, однако отсутствие конкретных решений и сохраняющееся недоверие усложняет атмосферу общения. Соединенные Штаты Америки остаются важным партнером Украины в обороне, но Союз переживает серьезный тест. Вопрос остается открытым, и сроки ответа Украины и Запада становятся критичными. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Глава фракции Социал-демократической партии Германии СДПГ в Бундестаге Матиас Мирш высоко оценил позицию канцлера Фридриха Мерца по отношению к партии «Альтернатива для Германии». Мирш отметил, что Мерц четко заявил, Христианско-демократический союз ХДС не будет сотрудничать с этой партией. Мирш также подчеркнул, что такое ясное разделение необходимо именно для защиты демократических принципов Германии. Он также отметил, что запрет партии «Альтернатива для Германии» остается серьезной юридической опцией, которую стоит обсуждать. Таким образом, СДПГ и Мерц демонстрируют готовность жестко ограничивать влияние правых сил в парламенте. Это решение укрепляет позиции демократических партий и подчеркивает, что сотрудничество с правыми движениями в Германии исключено. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. Австрия сняла свое сопротивление принятию 19-го пакета санкций против России. Министерство иностранных дел в Вене объявило, что в понедельник поддержит общий европейский пакет. До этого, напомню, Австрия блокировала одобрение мер, поскольку требовала компенсации для банка Raiffeisenbank International. Российский суд обязал банк выплатить штрафы, и Вена добивалась, чтобы замороженные активы россиян в Европейском Союзе передали ей. В санкционном пакете предусмотрены жесткие меры в энергетике и финансовом секторе, в том числе и запрет на импорт российского сжиженного газа, начиная с 2027 года, а также ограничения для дипломатов. Решение Австрии стало переломным моментом. Теперь все 27 государств Европейского Союза могут единогласно одобрить пакет. Отказ от сопротивления обеспечил преодоление одной из ключевых преград на пути к введению новых санкций. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Европейские автоконцерны все чаще оказываются в тени китайского производителя BYD. Они просто не могут предложить то, что предлагает BYD по ассортименту, по цене и по технологиям. BYD уже контролирует цепочки поставок батарей, электроники и шасси и производит многие ключевые компоненты самостоятельно. Это позволяет компании ставить цены ниже, чем у конкурентов, и быстрее внедрять инновации. Кроме того, BYD предлагает широкий модельный ряд электрокаров с разными вариантами мощностей и делает акцент на быструю зарядку и удобство для пользователей. Европейские автопроизводители в ряде случаев не могут этого обеспечить из-за зависимости от внешних поставщиков и жестких стандартов. Эксперты отмечают, брендовая сила, такой имидж у европейских марок еще сильна, но технологическое отставание начинает сказываться. Маркетологи говорят о том, что в эпоху искусственного интеллекта имидж превращается в экосистему услуг, и в этой гонке BYD уже на один шаг впереди. Для Германии и Европы этот вызов означает следующее. Локальным производителям нужно быстро адаптироваться, чтобы сохранить позиции на рынке. Тот, кто не успеет, может оказаться лишь наблюдателем в истории автомобильной революции. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. Цены на золото, серебро и платину взлетели до рекордных высот, и эта гонка становится все серьезнее. В сентябре металлы уже подорожали примерно на 1/3. Так цена золота поднялась до $4379 за унцию. Металлы стали настоящим убежищем для инвесторов. В условиях нестабильности рынков спрос растет не просто так. Основные драйверы – это ожидание снижения ставок Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки
геополитические неопределенности и слабый доллар. Золото традиционно считается средством защиты именно от инфляции и валютных рисков. Серебро подскакивает быстрее, чем золото из-за его применения в высоких технологиях и промышленности, особенно в солнечных панелях и электронике. Платина также не отстает, она выросла заметно и входит в число лидеров по росту среди драгоценных металлов. И здесь интересно, рост продолжается без значительных корректировок. Цена не дает передышку рынку и инвесторам. Многие задаются вопросом, можно ли сейчас еще входить в рынок. Аналитики утверждают, что хотя потенциал остается, риск отката увеличивается с каждым днем. Итог. Металлы продолжают играть роль страховки в мире, где стабильность все меньше гарантирована, а ожидания экономики и финансов ждут решений, которые способны все изменить. И вот тут начинается самое интересное. Между Соединенными Штатами Америки и Китаем разгораются очередные торги. На следующей неделе запланированы новые торговые переговоры после телефонного разговора между китайским вице-премьером Хэ Лифэнг и американским министром финансов Скоттом Бессеном. Стороны договорились продолжать диалог. Китайская новостная служба Синьхуа сообщила, что беседа была открытой, интенсивной и конструктивной. В переговорах участвовали также торговые представители США Джеймисон Гриен. Бессент назвал разговор детальным и анонсировал личную встречу с Хэ в ближайшие дни. Фон этого шага растущее напряжение. Соединенные Штаты Америки угрожают повысить тарифы, как я говорил, до 100% на китайский импорт. А Пекин ужесточает экспортные ограничения на редкоземельные металлы. Эти меры грозят запустить новый виток торговой войны. Для обеих сторон переговоры – это попытка спасти лицо. Соединенные Штаты Америки хотят смягчить критику внутри страны и удерживать рынки. Китай стремится укрепить свое влияние и не уступать в споре. В центре разговора защита своих интересов и поиск компромисса в условиях высокой ставки. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.